Всем привет! Сегодня готовим безумно популярное блюдо в Азии. Это глазированная свинина по-китайски. Такое блюдо вы наверняка найдете в любом китайском или вьетнамском ресторане или кафе. Подают его обычно в специальных глиняных кастрюльках или горшочках. Лучший гарнир к этому блюду – белый рис, так как мясо само имеет очень насыщенный вкус. Вы знаете, какое мясо самое популярное во Вьетнаме и какое раскупается быстрее всего на базаре и в магазине? Это свиной подчеревок или свиная брюшина. Она просто безумно популярна в Азии. Сегодня мы готовим тоже это блюдо, и я вам расскажу все секреты его приготовления. Для него мне понадобится примерно 700 грамм мяса. Я старалась выбрать подчеревок такой более мясистый, чтобы было поменьше жира. Также мне понадобится 2 зеленых лука. Я беру такую часть, которая больше белая. Зеленую я срезала. Имбирь примерно 15 грамм. Он у меня уже порезан на 4 такие кусочка. Чеснок. Здесь у меня сколько? 5 зубчиков чеснока, но они небольшие. Здесь очень интересное, я не знаю, вы догадались, что это или нет, это перец, свежий перец, черный свежий перец. Вот он так выглядит, когда молодой, когда он не засушенный, он вот такой зелененький. Потом, если его высушить, он становится обычный перец черный горошком. Конечно, я понимаю, у нас купить такой перец фактически нереально, поэтому в блюдо добавляем просто горошинки черного перца. Также мне понадобится растительное масло, примерно 2 столовые ложки. Коричневый тростниковый сахар, тоже 2 столовые ложки, это примерно 20 грамм. Кстати, если вы будете заменять тростниковый сахар белым сахаром, берите его немного меньше, потому что тростниковый сахар не такой сладкий. Также мне понадобится соевый соус 6 столовых ложек, рисовое сладкое вино 3 столовые ложки, вода 250 миллилитров. Посмотрите, какие у меня кусочки мяса. Видите, я старалась выбрать, чтобы они были более мясистые. Должна быть кожа. Кожу обязательно посмотрите, чтобы не было никаких волосков. Все обполите, почистите, чтобы было все очень аккуратно. Итак, мясо сейчас нарезаем на небольшие кусочки. Примерно вот такие. И сразу скажу, это свинина. После того, как блюдо приготовится, довольно сильно уваривается, ужаривается. Выход блюда будет не очень большой. На самом деле мясо очень вкусное, поэтому рекомендую готовить его даже побольше. Вот такие кусочки я даже еще разрежу. Вообще в Азии могут подавать либо совсем порезанное мелко такое мясо, либо чуть-чуть более крупные кусочки. Тогда это мясо еще тушат вместе с отварным яйцом. Тоже очень вкусное блюдо. Так что именно вот эта часть свинины безумно популярна в Азии. Здесь у меня кипящая вода. Отправляю сюда имбирь, чеснок. Чеснок, причем я немного раздавила, чтобы он дал свой аромат больше. Добавляю лук, добавляю 1 веточку перца. Видите, как он выглядит? Очень ароматный и вкусный. Если его вот разломать, он имеет такой классный аромат и вкус. Просто прелесть. Вы добавляете просто черный перец горошком. И отправляю сюда порезанное мясо. Когда мясо закипело, варим его вот на таком большом огне несколько минут. Нам не нужен красивый бульон, нам надо вкусное мясо. Мясо у меня хорошо проварилось, и сейчас я его достаю в тарелку. Эта вода нам уже не понадобится, этот бульон. Также удаляем чеснок, имбирь и зеленый лук, они нам тоже уже не нужны. Я включила разогреваться сковородку вок. Наливаю сюда пару ложек растительного масла. Когда масло разогрелось, отправляю сюда мясо. Мясо надо обжарить. Жарим на большом огне. Посмотрите, мясо у меня слегка обжарилось.
Теперь я сюда добавляю сахар. И мне надо свинину как бы слегка карамелизировать. Ждем, пока расплавится сахар. И свинина приобретет такой карамельный цвет. Покроется этим сахаром, карамелью. Все время помешиваем. Аккуратно. Может брызгаться, поэтому аккуратно. Посмотрите, свинина приобретает такой красивый карамельный цвет. Сейчас в сковородку я добавляю 3 столовые ложки рисового вина. Кстати, вполне можно заменить сладким десертным вином. И добавляю 6 столовых ложек соевого соуса. Вливаю воду, добавляю зеленый перец. Вы добавляете перец горошком. Закрываю крышку. Жду, пока мясо закипит. Посмотрите, мясо у меня закипело. Я делаю огонь тише. И так готовлю на маленьком огне примерно 45 минут. Посмотрите, сейчас у меня прошло примерно минут 40. Мясо, посмотрите, вода почти вся выкипела. Осталось совсем немного. Крышку я сейчас уже не закрываю. Жду, когда полностью выпарится вся вода. И мясо уже будет готово. Вы видите, какой у него получается чудесный такой карамельный цвет. Пахнет очень вкусно. Мясо у меня уже готово. Я его выключаю. Мясо, как я уже говорила, подают обычно вот в таких глиняных кастрюльках. В них оно долго остается горячим. Саму эту кастрюльку можно отдельно еще подогреть, и тогда мясо будет долго горячим. Сверху мясо еще обычно хорошенечко сдобряют таким черным перцем побольше. Я выложу еще немного зеленого перца и немного зеленого лука. Посмотрите, как обычно подают это мясо. Вот у меня такая глиняная кастрюлька, которая закрывается крышкой. Сейчас я попробую. Здесь у меня в пиалке немного белого риса. Кстати, как приготовить рис, так как его готовят в Азии, вы можете посмотреть у меня на канале. Я обязательно оставлю ссылочку под видео в описании. И сейчас я попробую это замечательное мясо. Беру с рисом. Мясо получается очень нежное, очень вкусное. Я рекомендую вам обязательно приготовить и попробовать его. У него действительно такой карамельный, необычный вкус. И вы почувствуете в этом мясе вкус всей Азии, потому что в Азии это мясо просто обожают. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока! Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!